Всем привет! С вами Аристократ и Ларри. А это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Я была похожа на Дружко? Нет, не была. Ну и ладно. Ну и похрен. Все равно. А, да. Хэштег Дружко. Хэштег Ларри не похожа на Дружко. Знаешь, что у нас сегодня? Ты знаешь, я конечно знаю. Ну давай попробуем подумать, что же это все-таки за фигурка. Клевый такой весь. Вообще фанатка, на самом деле, этого чувака. Я прямо его обожаю, он клевый. Он такой мужественный, такой мощный, сильный, красивый. Дэдпул. Нет. Сексуальный. Мой персик. Такой он весь классный. Пикачу Дэдпул. Да, но нет. Такой весь обворожительный няшка. Знаешь, кто это? Знаете, кто это? Конечно же, это Джон Сина! Чё? Ладно, я пошутила. Нет, конечно. Я просто год уже мечтаю куда-нибудь эту херню вставить. Наконец-то. Получилось, извините, пожалуйста. Я больше не буду, правда. Это на самом деле вот. Железный человек. Да. Марк 33. Сильвер Центурион. Да. Коробка клевая, красная. Вот, кстати, красная коробка. Я вот не помню у всех хот-тойсовских айронменов яркие красочные радужные коробочки. Да. Вот, блин, только у айронменов эти коробочки красочные, потому что у всего остального это какая-то черная мутата. Вот серьезно, коробочки айронменов, они реально вот такие вот крутые просто, яркие, сочные. У всех коробочки Hot Toys яркие коробки. Нет, ни хрена на самом деле, потому что вспомни пилота, черная, блин, коробка. Так это «Звездные войны». Я тебя уверяю, у Эши из зловещих... Давным-давно, в далекой галактике. У Эши из зловещих... Черная галактика, черная коробка, Хорошо, все. у Эши из зловещих... Дарт Вейдер тоже черная коробка. У Эши из зловещих мертвецов. Я не видел коробку Эши. Я видела, поверьте мне, она темная, это раз. Потом Зловещие мертвецы. Хорошо. Марвел. Рэмбо. Ты Рэмбо и Марвел будешь себя сравнивать? Не, ну так... А что, у всех Марвелов, Марвел они яркие прям, да, и Капитан Америка, я помню Да, у Капитан нее была Америка. синяя коробка. Она не синяя была, она была черная с синей полоской. Синяя коробка была, под цвет щита. Ну и ладно. Ну и что, вот Марвел, они веселые такие, давайте только Марвел вскрывать, да? Мне нравятся коробки просто. Красная коробка, клевый персонаж, что ты вообще понимаешь? Центурион. Да, у нее еще вставочка глянцевая такая, клевая. Это называется выборочная лакировка. Выборочный лак. Класс. На матовой коробке. На матовой коробку. На матовой накручиваем. Блестит. Да, она блестит. Блестящая коробка. Блестящая коробка. Давай открывать, здесь просто серебряная, здесь не блестит. Вот с этой стороны коробочки написаны технические данные. Вот с этой стороны коробочки картиночка. А по бокам не особой картиночки нет. Здесь еще написано логотип. Hot Toys Iron Man. Нет, 3. это логотип фильма. Нет, Iron Man 3. Это логотип фильма. Да. 100 пудов тебе говорю. Вот логотипчик Marvel. Откроем, это логотип. Подожди, мы не показали еще одну. Та-да-да-да. Четвертая грань. Тоже логотип фильма. А вот здесь есть логотипы Hot Toys и Movie Masterpiece. И Movie Masterpiece. Видно, нет? Вот смотрите, видите? Что тут еще? Ограничения есть тут? Есть, конечно, это же, блин, не игрушка. Тебе же уже говорили, за такие деньги игрушка. Тихо. Шокинг Хазард, вот он. Шокинг. Мелкие детальки, до 3 лет нельзя детям. Знаешь почему? И вообще это предназначено только для детей от 15 лет. Только для коллекционеров от 15 лет. Для 15-летних коллекционеров. У которых есть бабки на подобные вещи. Все, ставь в покое. Открой фигурку. Давай, открываем. Вот здесь ничего нет. А здесь есть. Знаете, что здесь написано? Здесь написано, это как раз Джарвис, то, что он в фильме говорит, активировать протокол House Party. Да, клево. Короче, это из третьей части фильма? Да, из третьей части фильма. А здесь создатели фигурки написаны. Ну, так, классическая, короче, тема, на самом деле. В большинстве вставок такая фигня. И сам, собственно говоря, костюмчик очень клевый.
Да. Та-да-дан, та-дан. А у тебя, нет, у тебя, кстати, не... У сайт-шоу была эксклюзивка, продавалась здесь, вот в этом месте. Я просто видела фотки, мы их покажем где-нибудь здесь. Да. Она сейчас здесь горит. Здесь шлем был дополнительный, с таким горящим глазом, типа побитый шлемак. Расколотый. Да, он не надевался не менялся, он не был не сменный, а просто можно я тоже сделаю? Клевый. Так, давай открывать дальше. Клевый, да, доставай его. Блистер. А там ничего не было больше? Опа. Ни скотча, ничего. Пожалуйста, прочитайте инструкцию. Прежде чем ломать игрушку. Да, прежде чем ломать ее самостоятельно, прочитайте инструкцию. А где инструкция-то, алло? Вот почему мы открыли, у нас здесь надпись есть. Где инструкция? Где мы ее искать должны? Да. Дальше будет... Ничего страшного, мы поднимем. Да. Силой мысли я поднял. Да. Джедай. У нас на самом деле Зул здесь бегает, поднимает нам детальки. Поняли? Ой, я не тот, простите, я не тот. Ты зачем ты показываешь это? Личный символ в камеру. Нормально. Ой, а у этой не гнутся пальцы. Как так? У одного комплекта рук всегда сгибаются пальцы. Нет, подожди секундочку, если это один комплект рук, то почему только у одной руки сгибаются пальцы? А вот вторая рука. Ты спрятал. Так. А то есть голова с лицом Роберта Дауни-младшего. Моего персика. Вот кто-то им персиком был, просто не сказала. Нет. На него, кстати, масочка одевается. Ты знаешь, у него прикол, что у него есть магнитики? Да. Вот так вот закрепляется. Магия. Еще тут есть лезвие. А что он пластиковый? Он пластиковый. Это потому, что это не У них есть линейка, которая называется... она, короче, металлическая. Металлическая, да. Это вот как раз... металла. Это, по-моему, как раз вот наш прошлый, который да. был в видео, он был из этой линейки. Кто не видел, посмотрите, здесь в подсказку сейчас выскочит ссылочка на Я пытаюсь вспомнить, как называется эта линейка, сейчас знаю. А тот был... А лезвия, кстати, металлические. Лезвие... Страйкер был пластиковый, кстати. Страйкер был пластиковый? Да. Реально металл, слышите по звуку? Просто когда в руки берешь, не кажется, что металл. Ну, блин, пластиковый. Выглядит такой, как металлический. Так. И последний слой коробки — это подставка, батарейки. Ты зачем ломаешь мои коллекционные фигурки? А ты мне до сих пор инструкцию не дал, поэтому ломаю. Я не нашел еще ее, подожди. Классно, на самом деле. Поломайте фигурку по инструкции. Вот она, в самом низу. На шпагат не сели. А почему, кстати, Сильвер Центурион? Я не знаю, я не нашла информацию. Если вы знаете, напишите в комментариях. Единственное, что я могу про него сказать, это то, что... Классные мы с тобой специалисты. Если вы знаете все про эту фигурку, расскажите нам. Нет, смотри. Давай должны предположения какие-то высказать. Он похож на легионера? Нет. Мне кажется, он похож на легионера. Нет. Смотри, у него красные доспехи, как у легионера. Да. Вот. И Сильвер, потому что серебряные вставки. Сильвер. Так а почему тогда не красные вставки? Ты задаешь слишком много вопросов. Должен быть... А вот мечи. Видишь, лезвие? Клинки. И лезвие, как у Гладиуса фактически. А вот то, что это Гладиус, вот поэтому короткий клинок Гладиус. Это римский меч. Вот, это, видимо, два римских меча, которые... Они у него вот так вставляются. Вот так. Причем в определенные перчатки, это я стопудово. Вот они в эти перчатки вставляют. Во все руки вставляют. Во все? Нет, по-моему, не во все. Вот. Вот во всех комплектах есть такие штуки. Нифига. Ну, хорошо, не во все. В один комплект не вставляется. Вот, и мы получаем такого ассасина.
Да. Ну, может быть, поэтому. И клинок-то стальной. И все. Грозный. А почему, интересно, это голова? Это голова с светящимися глазами. Здесь разбирается, соответственно, здесь, тоже снимается и ставится батарейка батарейки. сюда вставляется, батарейка вот сюда вставляется, батарейка еще куда-то вставляется, чтобы вот эту хрень можно было включить, там все это есть. А еще что-то у него было. У него еще эти штуки все двигаются. Вот. Это, короче, костюм, если кто не узнал его в лицо. Это костюм из третьей части, как мы уже сказали, фильма Iron Man. Но это из момента, помните, когда он активирует протокол, это тот костюм, где он так перекрещивается и вот так вот в него входит. И потом он в конце дерется с главбоссом, главгадом. А давайте посмотрим момент из фильма. Ну дай рассказать-то, господи. И он ему отрезает руку. Вот теперь посмотрим момент из фильма. Close your eyes, you don't want to see this. Не прошло и 40 минут, как мы собрали Железного Человека и вставили ему батарейки. Вставили ему батарейки. Вот это вот фигурка, которая идет в комплекте с фигуркой почти за 20 тысяч, 200 баксов, я не знаю, 350 она стоила. Нет, 250. 250 она стоила, когда он вышел, а вышел он в конце 2014 года. Сейчас его можно найти там условно от 12 до 20 тысяч, он стоит в зависимости от того, где искать, где покупать. И вот к этому, и вот к этому идет, понимаете, вот такая отвертка, которая просто не влезает в винты, она толще. Чё, это вообще не отвертка, она пластиковая. Ей нельзя ничего открутить. Ну как так-то? Просто какая-то пластиковая штучка. Как так-то? Вот так-то. Что это вообще такое? Хрень какая-то вообще, нахрен. Она помогла тебе вставить батарейки. Ой, да ладно. Вот, собственно говоря, батареечки мы вставили благодаря инструкции. Да. Мы узнали, сколько штук вставлять. Да. И куда они вставляют. Вот тут у нас все перечислено. Да. В голову, в тело, в руки. Да, смотрите, у нас все горит, все. Тулово горит, глаза горят, а руки горят. Все круто, он весь горит. Весь ноги классный. У него подвигаются, туловище раздвигается. Но это мы все покажем на крупных планах. Ну что сейчас? Вот, в комплекте дается вот еще кулаки, они не светятся. Они не светятся, кулаки. Да, не светятся. А эта рука как раз вот. И вот две руки светящиеся с несгибаемыми пальцами. Она... Нет, эти... нет, светятся. Эти руки светятся, но они не изгибаются. Нет, а вот мы ему поставили руки с сгибающимися пальчиками, тоже на крупных планах. Вам все покажем сейчас. Да, можете неприличные жесты всякие ему делать. Или так вот. Ставьте лайк нам. Показать. Лайк, точняк. Лайкушку. Лойс, если вы любите этого, как его? Дауни младшего, точняк, если вы его любите. Вот все мы ему, вот. Еще голова ему дается сменная. Да. С лицом, собственно, Роберта Дауни. Покоцанным, кстати. Это, знаете, это когда он в кадре ему такой, пундель такой, типа что? Покажи людям лицо. Нет. И, соответственно, расколотый нагрудник. Это мы тоже все подробнее покажем на крупном плане. Вот поставка Hot Toys тоже фееричная. Они пишут: не вставляйте батарейки в подставку, не откручивайте винт. При этом там такая штучка, которая... При этом там есть винт, который можно открутить. Знаете, любой русский человек прям хочет взять отвертку и раскрутить. На самом деле, раньше у Hot Toys были подставки с кнопкой. Вот здесь кнопка, кнопка-то... вот кнопка здесь, кстати, есть, но она заблокирована. Осталась. Кнопка осталась, и вот этот вот круг, он светился. Когда вставишь батарейки, вот этот круг, он светился. Да, светящийся есть где-то у какого-то Железного Человека. Вот. Для железных людей все. Ну, этот, по-моему, 8 или 9. Но у меня не все марки я пропускал, которые мне не нравились. Вот. Тулово. Клевый. Все-таки, почему же он все-таки серебряный Центурион? Ну, если вы вдруг реальную историю знаете, там, а не наши догадки. Ну смотри, у него наплечники есть, я тебе говорю, он как в арморе, и у него есть глади, может быть, есть клинки. История просто, у него есть реально какая-нибудь история. Может, в комиксах была какая-нибудь история. В комиксах просто вот... Почему же он серебряный Центурион? Действительно. Конкретно этот тебе чем нравится? Вот почему он? Почему не другой Марк? Почему вот ты его взял? Потому что все других Марков я купил ранее.
Ты же сам только что сказал, что у тебя не все марки. Не все, но те, которые мне нравились. Вот этого я пропустил, потому что мне показалось, что он не очень сейчас клевый. у тебя появилась возможность его купить. Да, потом, когда вот я увидел объявление за выгодную цену, я, соответственно, вот думаю, надо взять, чё бы нет. Вот, короче, да. Вот клевый марк, а это такой вот, а этот такой тоже клевый, но он не такой клевый, как этот. Ну да. Вот. Хотя, не знаю, мне этот больше нравится только из-за того, что здесь мордашка Даун. Да ты чё? А почему он везде побитый, блин? Он чё, набухался и подрался? Да, и он тоже Дауни. Полный Дауни, да? Смотри, у него даже, по-моему, скульпт. Что? Да одинаково, это у него... Нет, разный скульпт. Разный скульпт? Разный скульпт, разный. Вообще. Да, этот, кстати, постарее, потому что это, наверное, из второй части, да? Это из «Мстителей». Вообще, тем более. Такой, смотри, я не это одобряю. не подходит, Летающая все-таки голова. марки разные, действительно. А ты Они думала, да? отличаются. Hot Toys не просто так едят свои деньги. Ой, наши деньги. Я просто представила, кстати, как чуваки из Hot Toys такие бабки едят. Ом-ном-ном, как вкусно, Нет, попробуйте доллары. не зря они едят свой хлеб. Вот, свой хлеб. Да. А я вспомнил, как называются железные люди. Это называется дайкаст. Когда железные доспехи. Точняк. Кстати, в последнее время Hot Toys Кстати, тоже пластик. Hot Toys все делают дайкастовское, да. Или они сначала делают пластиковое, а потом выпускают дайкастовое. А что, по нему дайкаст был? Поэтому по Центуриона не было. Но, по-моему, кстати, анонсировали, поэтому он будет. А ты будешь брать? Нет, конечно, зачем мне? У меня есть Нет, пластиковый. чтобы дождаться. За те деньги, за которые я взял Серебряного Центуриона, вы бы тоже его взяли. Я поняла. Наши дорогие зрители. Любимые зрители. Любимые наши подписчики. Чики. А! Что это? Оставь в покое. Поставь его назад на колонку. Он же нужен был для бутов. Блин, ты ему маску не закрепил. Что это за человек? Испортил мне позу, между прочим. Ему. Вот. Еще у него выдвигаются ноги так. Сейчас такая нога осталась в руках. Короче, у него появляются более длинные ноги. И Если более длинные ноги, просто представь, что с человеком в этот момент внутри творится такой ноги, тело у него вот здесь уже раздвинуто, но его можно сдвинуть. Сдвинуть. И раздвинуть. Вот так. И раздвинуть. Да. И сдвигается, и раздвигается. Такой, хочу стать выше. Опа! Классно. Все, давайте крутить фигурку и покажем во всей красе его. Эй, чувак. Теперь вы посмотрите на меня во всей красе. Чувак, на самом деле, ну да, наверное, сейчас мы такие свет там повыключаем, и лапки ему покажем, как они светятся круто, почему он весь такой красный. Перед нами прекрасно воссозданный компанией Hot Toys энергетический костюм Железного Человека Марк 33 под названием Серебряный Центурион. Костюм имеет утонченный красно-серебряный дизайн и треугольные черты, а не квадратные, как у многих предыдущих марков, и напоминающий ту самую первую броню Тони. Фигурка, помимо LED-подсветки в груди, ручных репульсорах и шлеме, имеет множество точек артикуляции и интерактивных деталей. Даже при том, что угол наклона в сочленениях небольшой, что, впрочем, логично, так как перед нами все-таки бронекостюм, а не трико бальника, фигурка почти не потеряла в подвижности, и ей можно придать разнообразные героические позы, а благодаря подставке с массивным металлическим держателем позы могут быть не только статичными, но и динамичными, например, в прыжках или полете.
Также в комплекте присутствует прекрасный скульпт лица Роберта Дауни-младшего в качестве сменной головы со съемным щитком, который благодаря магнитам можно закрепить на верхней части шлема, оставив лицо фигурки открытым. У фигурки помимо кистей, сжатых в кулак, есть еще две пары. Одна с подвижными пальцами, вторая с полностью раскрытой ладонью. В подвижные и сжатые в кулак кисти можно вставить вибрационные лезвия-клинки, выполненные из металла. Броня на груди также заменяется на поврежденную, при этом под этой пластиной не просто кусок серого пластика, а отлично выполненные внутренности доспеха в виде микросхем. Подобная детализация присутствует и на ногах в районе съемных закрылок сзади под коленом. Переходим к рейтингу. Рейтинги. Ну что? Цена. Ну, не, давай нормальную цену обсуждать, ту, которую он стоит. Ну, он стоил своих денег, ладно. Но сейчас, может, и не... мне кажется, стоит. Для фанатов он очень прикольный, да. Да, если прям фанат, то, в принципе, 12 тысяч. А на некоторых японских сайтах его можно найти, да, 1012. Ну, тогда. Вот, что у нас там? Раритетность. Ну, нет, не раритетность. Нет, скажем так, это хоть и вышел в 2014 году, но его сейчас... Но эти доспехи были не очень популярные, в любом случае были марки гораздо более популярные, чем этот, поэтому он долго лежал на всяких штуках. Его можно сейчас купить, как бы не составит, когда его особо искать не надо. Да. А габариты? Стандартный марк. Да, но ты понимаешь, в чем дело? Прикол в том, что сама фигурка 30 сантиметров, да, стандартная 1/6 масштаба, но при этом он же на подставке, которая его немножечко поднимает. То есть, по факту, те полки, на которых у вас умещается формат 1/6, которая стоит, это будет немножко приподнято. Да, никто не делает полки впритык, поэтому нормально он влезет на вашу полку. Да, ну ладно, окей. То есть нормально все с габаритами. Да. Вот. И качество. Качество хорошее. Как прям, ну да, но я бы, хотела металлический. Вот ну слушай, покупай дайкаст. Мне для поэтому нельзя. Нет, подожди, тебе металлика. Мы говорим сейчас о качестве. Качество пластиковое, оно отличное. Ну, у да, него все двигается, пластиночки снимаются, вот эти штучки все двигаются. Здесь разбираются ноги, как мы уже показывали. Светится тут морда этого, ну в смысле личика нашего прекрасного, нашего богичного Дауни-младшего. Вот, поэтому все есть. Ну да, значит, качество хорошо. Тоже. А ожидание реальности? Вот ты его видел на фотках? Он прям такой же? Нет, он круче. Вот прям здесь круче? Да, он здесь круче, чем на фотках. На фотках были какие-то грустные позы у него очень. На самом деле, из-за этого я его в свое время и не предзаказал. Понятно. Мне казалось, что он очень неподвижен, а на самом деле доспехи более подвижные. Более крутые. Да. Понятно. Ну, получается, где-то 4 звезды тогда, 4 плюсика. А за что ты ему одну звезду снял? За раритетность. Да. 4 плюсика. Ну, вообще, в целом, ты доволен? Раритетность. Да, в целом я доволен. Доволен, классно. То есть он стоит своих 4 плюсиков. Да. 4 Тони Старка из 5. Вот так. Да. Да. А вот пока мы снимаем ролик, курьер нам принес свежак. Хоп. Свежак. Сейчас будет 2 анбокса в одном. Свежак. Ой, банан. Я вижу банан. И знаете, этот банан, он... Это очередной банан от Эшли Вуда? Это банан нашего любимого ЛСББГ робота розового. Нет, это банан на самом деле... Это бомба-банан. Нет. Это банан, это Энди Уорхол. Вот, Уорхол. Уорхол, хорошо. Вот. А на самом деле это новая книжка от Эшли Вуда, это арты, это подбор его артов за 2 или 3 года. Вот такая книжечка. Может быть... Нет. Ларри сделает на него обзор. А на сегодня у нас все. Ставьте лайк видео. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте о нас своим друзьям. А мы дальше будем радовать вас невероятно крутыми фигурками. Желчеловскими фигурками. И опять тебе позу сбила, сорян. Всем пока. Пока.